Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Восстановление микрофлоры кишечника. Лечение кишечника после дисбактериоза. Вряд ли найдется человек в наше непростое и полное неправильного питания и антибиотиков время, у которого никогда не было дисбактериоза. И обычно все, что прописывают нам в это время врачи, это попринимать пробиотиков. Но очень часто этого недостаточно. И мы так и не успеем восстановить нормальную микрофлору нашего кишечника и в итоге платим за это серьезными заболеваниями и в том числе проблемами с кожей типа сыпи, акне и экземы. Что такое дисбактериоз? Дисбактериоз – это патологическое состояние нашего организма, характеризуемое дисбалансом микрофлоры в нашем теле, чаще всего в кишечнике. Очень важно знать, что 80% всей нашей иммунной системы находится как раз там, в нашем кишечнике. И неправильное соотношение бактерий ведет к гормональному дисбалансу, аутоиммунным заболеваниям, диабету, хронической усталости, фибромиалгии, депрессиям, тревожности, проблем с кожей и так далее. Вдобавок к этому, недостаток полезных бактерий ведет к воспалению стенки кишечника и очень серьезному состоянию – синдрому повышенной кишечной проницаемости. Дисбактериоз – это еще и проблемы с пищеварением и усвоением питательных веществ. Простудные заболевания, антибиотики, некачественная еда – вот и причина дисбактериоза. Симптомы дисбактериоза. Они очень обширны. Это могут быть и проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, диареи, газы, колики, вздутие живота. Молочница и кандидоз – тоже один из симптомов этого патологического состояния. Еще к ним можно отнести чувство постоянной усталости, вялости и депрессивного состояния. Кстати, почти у всех людей, страдающих от аутоиммунных заболеваний, находят дисбактериоз кишечника, что многие рассматривают как один из толчков для развития этих заболеваний. Надо сказать, что флора, живущая в кишечнике каждого человека, очень чутка и ранима. Навредить ей очень легко. Повредить или даже уничтожить флору кишечника может множество факторов. И если уничтожить микроорганизмы, живущие в кишечнике, очень просто, то их восстановление может занять продолжительное время. Поэтому восстановление микрофлоры кишечника народными средствами крайне важно, так как от этого зависит здоровье человека. Благо, существует огромное количество лекарственных трав, которые помогут решить эту проблему. Лечение дисбактериоза кишечника. Вот что можно порекомендовать всем, кто страдает от этого недуга. Убрать все продукты, провоцирующие рост и развитие плохих бактерий. Это включает в себя простые углеводы, сахар. Откажитесь от алкоголя. Скажите «нет» растительным маслам, которые провоцируют хроническое воспаление. Заселите кишечник полезными бактериями. Это пребиотики или продукты, которые так любят полезные бактерии. Это сырой мед в небольшом количестве, свежий чеснок, лук, одуванчик, бананы, капуста. И пробиотики из, например, ферментированных продуктов – квашеной капусты, свекольного кваса, домашнего кефира, чайного гриба. Все эти продукты необходимо есть и пить каждый день. Пить костный бульон. Это чудодейственное средство восстанавливает и успокаивает стенки нашего кишечника и снабжает нас желатином, витаминами и минералами. Очищение кишечника водой. Очищение организма с помощью минеральных вод работает мягко и физиологично, воздействуя на весь организм в целом, начиная с очищения кишечника. Наряду с кишечником очищаются почки, печень, кровь, сосуды. Курсовой прием способствует нормализации сахара и холестерина крови. В течение месяца происходит очищение на клеточном уровне, что не может быть обеспечено большинством методов очищения. Из минусов можно отметить, пожалуй, только противопоказания к приему минеральных лечебных вод. Средства, которые помогают бороться с хроническим воспалением. Для того, чтобы быстро восстановить микрофлору кишечника, можно сделать сладкую и полезную смесь. Изготавливается такая смесь из меда, кураги и чернослива.
Твердые ингредиенты необходимо размельчить с помощью блендера или мясорубки, а после смешать их с медом. Употреблять такую смесь надо по 1 столовой ложке в день. Восстановление микрофлоры кишечника можно проводить с помощью классических круп. К примеру, очень помогают каши из геркулеса или гречки, съеденные за завтраком. Не будет лишним добавить к каше качественный чернослив. Также восстановлению микрофлоры очень хорошо помогает компот из сухофруктов. К обеду добавляйте винегрет или любой другой салат из свеклы. Пейте чай с добавлением кусочка лимона. Ежедневно съедайте 2 зубчика чеснока для уничтожения злотворных бактерий. Конечно же, оптимальным вариантом будет употреблять различные кисломолочные продукты, такие как кефир и творог. Есть их можно без ограничений, так как эти продукты приносят организму исключительно пользу. Достаточно большой эффективностью отличается прием кумыса или ряженки – до 2 стаканов в сутки. Восстановление микрофлоры кишечника можно осуществлять с помощью корней кровохлебки. Для этого нужно 200 граммов корня кровохлебки залить стаканом воды и оставить вариться на медленном огне 15-20 минут. Получившийся отвар нужно принимать внутрь 5-6 раз в день по 1 столовой ложке. Подобное лечение нужно проводить как минимум месяц. Также можно приготовить отличный рецепт из 4 чайных ложек семян укропа. Семена укропа нужно залить стаканом кипятка и оставить настаиваться в течение 2 часов. После этого полученный настой следует принимать каждые 2 часа. Подорожник с корнем аира. Отличный способ восстановить флору кишечника. Как и в предыдущих случаях, 2 чайные ложки смеси лекарственных трав заливают кипятком и настаивают полчаса, после чего принимают в течение 10 дней по 50 мл за полчаса перед каждым приемом пищи. Восстановление микрофлоры кишечника после антибиотиков брагой. Это самый что ни на есть народный рецепт. В пол-литра теплой воды добавляйте по 1 столовой ложке меда и сахара и примерно 2 грамма дрожжей. Все тщательно перемешивайте и оставляйте бродить на пару часов в теплое место. Дольше не стоит, иначе получится хмельная брага. Выпить следует все за раз залпом. Выпивать по времени ровно между приемами пищи. Это получится 2 кружки в день. Этим средством вы сразу поселите в кишечнике бродильные микроорганизмы, тем самым восстанавливая его нормальную работу. Еще запомните, все кислые ягоды типа клюквы и плоды шиповника – это очень хорошее лекарство для восстановления микрофлоры кишечника. Ешьте их ежедневно, и у вас будет все хорошо. Уже ни для кого не секрет, что тыквенные семечки хорошо очищают кишечник от паразитов. Усильте их действие таким рецептом. В равных количествах измельчите в блендере тыквенные семечки, семечки от подсолнуха и грецкие орехи. 2 столовые ложки получившегося порошка размешиваете в половине стакана кипяченой воды и выпиваете. Курс приема 2 раза в день, 10 дней. Стоит отметить, что восстановление флоры кишечника – процедура, которая требует терпения и кропотливой работы. Для полного излечения нужно принимать целебные травы как минимум 10 дней. При этом нельзя игнорировать диету. И запомните, что дисбактериоз не уйдет сам собой. Вам надо будет его лечить. Восстановление кишечника занимает время, но следуя этим простым принципам, через пару месяцев вы не узнаете себя. У вас улучшится пищеварение, кожа, волосы, самочувствие и появится больше энергии. Уже не говоря об улучшении симптоматически многих хронических заболеваний. Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.